Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, это канал о вязании. Сегодня хочу вам предложить связать вот такой интересный, очень красивый ажурный джемпер от японских мастериц. Нашла его на просторах интернета, очень заинтересовалась, потому что узор понравился и вяжется легко. Подобрала очень красивую пряжу, вискозу нашего российского производства. И сейчас покажу вам. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Предлагаю вашему вниманию полноценный мастер-класс, в котором будет выбор пряжи, спиц. Мы с вами свяжем образец, рассмотрим схему узора, будет выкройка, и я буду вам попетельно рассказывать, сколько на каждый размер набрать петель и как вязать. То есть будет полноценное описание выложено под видео. Ну и все нюансы с созданием этой модели мы тоже обсудим. Итак, выбор пряжи. Так, теперь про пряжу, девочки. Смотрите, пряжа у меня будет использоваться пехорка, вискоза натуральная. К сожалению, этикеточка у меня не сохранилась. У меня маленький клубочек остался. Давно я эту пряжу покупала, и на сайте прочитала я, значит, 100% вискозу, этот состав, и в 100 грамм 400 метров используется этой пряжи. Вот. Ну и цвет 190, такой, знаете, какой-то сиреневый такой цвет приятный, да? Так, и про узор. Вот у меня здесь 2 раппорта связано в ширину и получается 3 раппорта в высоту. Вот так выглядит узорчик, девочки. Очень приятно вязать из этой пряжи, она очень шелковистая, ну сами понимаете, вискоза, да, это натуральное волокно, очень приятное. Спицы я использовала 3,5. Вот, можно и из троечки вязать, в принципе. Тоненькая такая ниточка, тоненькая такая пряжечка. Хорошей скруточки, очень приятно из нее вязать. Ну и то, что она блестит, не знаю, вот сейчас солнышка нет, не видно, да? Она очень нежная и блестит. В общем, очень приятно вязать из этой пряжи. И я вам рекомендую воспользоваться этой пряжей для вязания этого джемпера красивого. Вы можете, конечно, взять любые ниточки, не обязательно те, которые я рекомендую. Просто с такой же, чтобы попасть в плотность желательно. Ну и плотность можно тоже, в принципе, пересчитать. То есть вязать этот узор можно из любой пряжи, да. Так, ну а сейчас давайте с вами рассмотрим схему вязания. Схема узора выглядит вот таким образом. Раппорт узора у нас с вами составляет 20 петель в ширину и 14 рядов в высоту. Итак, условные обозначения здесь довольно простые. Смотрите, горизонтальная черточка – это изнаночная петля, пустая клеточка – это лицевая петля. Вот этот знак – это 2 вместе лицевой с наклоном вправо и зеркальное отображение 2 вместе лицевой с наклоном влево. Кружочек – это накид. И вот такая треножка – это 3 вместе лицевой с наклоном вправо и соответствующим зеркальным отображением 3 вместе лицевой с наклоном влево.
Вот такие простые условные обозначения. Особенность этого узора: для симметрии мы будем добавлять с вами изнаночную петлю слева, да? Поэтому, когда будем вязать образец, обратите на это внимание. Теперь про выкройку. Выкройку я взяла свою, не из журнала японского. Подобрала размеры. Будут у нас с вами размеры на 44-46 и на 46 и на 48-50 будут составлены описания. Вот. Рукавчики 3/4. Вот здесь я выделила, видите, да, красной чертой длину рукавчика. Ну и, в общем-то, все вот эти размеры, естественно, нужно будет обязательно, девочки, корректировать под себя, поскольку это какие-то такие усредненные показатели, обязательно откорректируйте под себя. Так, с этим тоже разобрались. Японские, в японском журнале вот такая была схема опубликована. Я ее выложу, девочки, под ссылочку на эту схему, опубликую ее в своем профиле в Одноклассниках и выложу ее ссылочку под видео. Кому нужно будет. Здесь у нас плотность не совпадает, поэтому вот это вот я тоже не делаю, талию не выделяю, да. То есть как-то более у меня простой вариант. Если вы хотите такой вот прям четкий, детальный повторение, такое четкое, вот родная выкройка, тоже выложу ее в Одноклассниках. Может быть, кому-то понадобится все это дело, будет интересно. Пожалуйста, можете пользоваться. Так, ну и мое описание, да, то есть, которое мы будем с вами вместе в этом мастер-классе составлять на основе выкройки и на основе плотности, которую мы тоже будем рассчитывать в сегодняшнем мастер-классе. Пожалуйста, расход пряжи 400-450 грамм, ну и пряжу я вам уже показывала, вы знаете. Описание вязания вот такое вот у нас будет под видео выложено, его зачитывать я, естественно, не стану. И составлена она на выше названный размер я уже, да. Единственное, что я хочу подчеркнуть, что мы будем с вами делать планочку, вязать платочной вязкой. Планочка по низу изделия идет, по рукавчикам по низу, и вырез горловин тоже обвязывается платочной вязкой. Так, ну и все. А сейчас давайте с вами приступим к вязанию нашего узора. Для образца набираем 43 петли. Спицы 3,5 и вяжем первый ряд. У нас всего 14 рядов раппорт. По схеме мы вяжем лицевые ряды, а изнаночные все ряды вяжутся, как смотрят петли. Вяжем первый ряд. Первая кромочная, да, вяжем изнаночная, 3 лицевые, 3 изнаночные, 7 лицевых, 3, 4, 5, 6, 7. Снова 3 изнаночные. 1, 2, 3. И 3 лицевые. 1, 2, 3. Связали с вами первый раппорт. Второй раппорт повторяем. Также начинаем изнаночная, 3 лицевые, 3 изнаночные, 7 лицевых, 3 изнаночные, 3 лицевые. И смотрите, для симметрии у нас одна изнаночная идет с левой стороны, крайне левая. Кромочные тоже вяжем изнаночные. Я показала вам первый ряд, как связать 2 раппорта, да? Все, как я уже сказала, четные ряды вяжем, как смотрят петли, а накиды мы вяжем тоже изнаночными. Вяжем третий ряд. Вяжем третий ряд и первый кромочный снимаем. Итак, изнаночная, накид,
2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я вяжу бабушкины петли, поэтому вправо я меняю петельки местами. У меня первая за работой, вторая поверх нее вот так накидывается, и получается она 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Далее идет накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 изнаночные. 1, 2, 3. И 2 вместе лицевой с наклоном снова вправо. Две лицевые, накид. Повторяем раппорт. Я не буду показывать повтор больше, чтобы не загружать видео. 5-й ряд у нас с вами. Вяжем. Значит, у нас первая идет изнаночная, как всегда. Далее идет лицевая, накид, 2 лицевые. Дальше 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Дальше идет накид, лицевая, накид и снова 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Две лицевые, накид, лицевая. Связали раппорт. Повторяем раппорт. Вяжем 7-й ряд. Итак, у нас первая, как всегда, изнаночная. Далее идут 2 лицевые, накид, 2 лицевые, 3 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 3 вместе лицевой с наклоном вправо. Но это то же самое, как 2 вместе, только первые 2 у меня идут за работой, а 3 накидываются сверху, видите? Получается 3 вместе лицевой с наклоном влево, вправо. То есть. Дальше вяжем 2 лицевые, накид и 2 лицевые. Связали раппорт. Раппорт повторяем. 9-й ряд вяжем. Начинаем. Первая изнаночная, 3 лицевые, накид, 2 лицевые, 3 вместе лицевой с наклоном влево, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид и 3 вместе лицевой с наклоном вправо. Так, далее опять идут 2 лицевые, накид и 3 лицевые. Все, связали раппорт. Повторяем раппорт. Вяжем 11-й ряд. Так, у нас первая идет изнаночная. Далее идут 3 лицевые, изнаночная, накид, 2 лицевые, 3 вместе лицевой с наклоном влево, накид, лицевая, накид, 3 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, еще лицевая, накид, изнаночная и 3 лицевые. 1, 2, 3. Связали раппорт. Вяжем второй раппорт. 13-й ряд вяжем. Итак, у нас с вами первая идет изнаночная, 3 лицевые, 2 изнаночные, накид, 2 лицевые, далее 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая и 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые,
накид, 2 изнаночные и 3 лицевые. 1, 2, 3. Связали раппорт. Вяжем второй раппорт. Делаем влажную тепловую обработку нашего образца. Горячим паром я обдаю наш образец и стараюсь его в разные стороны растянуть. Он высохнет и примет то самое положение, которое, собственно, будет присуще, когда он станет изделием, да, скажем так. Давайте края тоже отутюжим края. Так. Все. Пусть сохнет. Итак, наш образец высох. И мы будем сейчас его мерить. Так, вот он абсолютно сухой, вытянутый весь такой, расслабленный. Мы его положим перед собой и померим его вначале. Давайте ширину померяем. Так, у меня 23 сантиметра ширина. И мы набирали 43 петли. Участвует. Поделить на 23 сантиметра. И получим, девочки, 1,86. Да? Так, собственно, давайте запишем. В 1 сантиметре у нас с вами 1,86 петель. Так, а теперь мы померяем с вами длину нашего образца. Длина образца свободным, вот так мы его положили, так, 16,5. И у меня участвует здесь, я вязала, в общем-то, девочки, 1, 2, 3 раппорта. 3 раппорта по 14 петель. Давайте 14 умножим на 3. 42 ряда участвует. И в сантиметрах это 16,5. 42 поделить на 16,5 сантиметров получится, ну, скажем так, 2,54. Да? Ну, давайте запишем 2,54. В 1 сантиметре 2,54 ряда. Вот такая плотность. Эти цифры у нас будут играть сейчас большую роль в нашем расчете. И сейчас нам понадобится для дальнейшей работы выкройка с размерами. Вот такую вот выкройку я подобрала для этой модели. Так, у нас с вами будет использоваться 4 размера. Первый размер ширина спинки 50 сантиметров. Это будет 44-46. И второй размер 55 сантиметров ширина спинки и переда. И это будет у нас 48-50 размер. И для этих размеров мы начинаем, как всегда, попетельный расчет. Считаем, сколько петелек нам надо набирать по спинке и переду. Для этого я сантиметры, 50 сантиметров в ширину умножаю на нашу плотность, которую мы с вами считали. В 1 сантиметре 1,86. Да? Умножаю на 1,86. Получаю 93 петли. Записали. Для второго размера также 55 умножаю на 1,86. У меня получается, ну сразу вам скажу, 103 я записала петель. Почему 103? Сейчас смотрите. Значит, 103 петли надо поделить на число петель в раппорте. Мы будем определять, сколько целых раппортов у нас уместится по спинке и переду. Так, и получается 20 петель у нас ширина раппорта, и мы делим на 20. Да? Смотрите, получается 5 раппортов целых, да? 5 раппортов. И я всегда схематично это вот так рисую, девочки, для большего, так сказать, объяснения, лучшего визуального. Рисую, представьте, что это ваш наборный ряд, да, и 5 раппортов по 20 петель. 1, 2, 3, 4, 5. 20, 20, 20, 20, 20. Вот. Дальше обязательно у нас есть кромочные справа, кромочные слева. Правильно? Правильно. Так.
И одна петля у нас с вами для симметрии, когда мы вязали образец. Помните, с левой стороны добавлялась, да, одна изнаночная. Все, одна изнаночная с левой стороны. Итого, девочки, у нас как раз вот и получились эти 103 петли, которые нам нужны. Это, повторюсь, расчет был для 48-50 размера. Теперь, что касается размера 44-46, где у нас 93 петли. Здесь будет посложнее. У нас целые раппорты здесь не умещаются. 93 мы поделим на 20 и получим 4 целых раппорта. Здесь я предлагаю такой вариант. Тоже рисуем с вами наборный ряд. 4 раппорта рисуем. Раз, два, три, 4. 4 раппорта по 20 петель. Также у нас с левой стороны одна петля изнаночная для симметрии обязательно нужна. Также у нас должны справа и слева быть кромочные. Это еще 2 петли. И вот сейчас у нас с вами здесь 83 петли. А надо, чтобы было 93. Не хватает 10 петель. Предлагаю распределить их справа и слева в виде изнаночных петель. То есть начинаем вязать с 5 изнаночных после кромочной. Вяжем, вяжем, вяжем 4 раппорта. Одну изнаночную для симметрии, да, и к ней еще приплюсовываем еще 5 изнаночных. Получается в итоге 6 изнаночных будет с левой стороны у нас участвовать для симметрии, да. Вот такой расклад получается у нас с вами для вот этого 44-46 размера. Ну, аналогичным образом вы поступаете с другим размером. Предположим, ну, я не знаю, 52-54, пусть это будет, допустим, 60 сантиметров, да, 60 сантиметров ширина спинки, 60 умножить на 1,86, я вам прикидываю, вот смотрите, получается 112 петель, да, как бы 112 петель, да, ну давайте вот 112 поделим на 20, да. Смотрите, у нас также будет с вами 5 целых раппортов, да, и мы также с вами решаем этот вопрос, как вот при 93 петлях было, да, то есть нам с вами 5 раппортов, мы сделаем с вами 5 раппортов по центру, да, и недостающие петельки добавим в виде изнаночной глади справа и слева. Как-то вот так, девочки, получаться будет. Как-то вот так. Так, теперь дальше. Давайте расчет сделаем по горловине, по плечам, по пройме. Ну, начнем с проймы. Пройма у нас глубина ее 6 сантиметров по выкройке. 6 умножаем на плотность по горизонтали 1,86. Получаем 11 петель. Записали. Дальше горловину давайте. 21 сантиметр умножить на 1,86. Это будет 39 петель, девочки. 39 петель вырез горловины будет его ширина, да. Ну и остаток мы посчитаем по плечам. Обычно я это вот так делаю. Смотрите. Вот 93 петли общие. Отнимаем с вами сразу 39 петель вырез горловины. И отнимаем с вами 2 проймы по 11 петель. То есть это 22. Получается в остатке 32 петли. Поскольку у нас с вами 2 плеча, мы их поделим на 2. И получим, что на каждое плечо у нас придется по 16 петель. Аналогичным образом поступаем с другим размером. У меня, я не буду этот расчет сейчас вам делать. Здесь, в общем, получилось у меня, ну да, давайте посчитаем. 103 петли отнять 39 петель вырез горловины и отнять 22 петли проймы. Получается 42 петли. И 42 петли поделим на 2. Получится 21 петля. Это у нас с вами будет плечо. На плечо приходится. 21 петля. Так, все. С этим понятно. Давайте к рукаву перейдем. Значит, рукавчик у нас по низу. Я уже посчитала. Также мы умножаем на плотность величину 22 сантиметра. И получается 43 петли. У нас с вами 3/4 рукав, поэтому укорачиваем его. Это у меня стандартная выкройка. Я его укоротила
размер здесь уже поставила. Сделаем планочку с вами на 3 сантиметра в высоту. Да? Планочка у нас будет вязаться, вы видели на модели, она у нас платочной вязкой связана. И здесь, кстати, по низу тоже платочная вязка. Но мы сейчас к этому еще перейдем. Так, вот мы связали на 3 сантиметра приблизительно высоту платочную вязку. И дальше у нас идет с вами скос рукава. Мы будем делать прибавки. По низу у нас с вами здесь 43 петли, да, и мы должны с вами прибавить на самой широкой части рукава. Вот у меня 37 сантиметров и 39 на наши два размера. И я уже сделала расчет. На 37 сантиметров придется 69 петель, а на 39 73 петли. Как я это считала, также с плотностью. Смотрите, 37 сантиметров ширина рукава и на 1,86 вот. Видите, 69 петель и так далее. Так, и теперь из самого, значит, широкой части рукава вычитаем по низу сколько петель. 43, да, то есть 69 петель по верху рукава. Самой широкой части отнимаем 43 петли по низу. Вот 26 петель. 26 петель у нас надо прибавить всего. Но у нас с вами два скоса, мы будем прибавление делать одновременно справа и слева, да, по одной петле. И поэтому мы делим на 2. То есть по 13 петель будем прибавку делать справа, по 13 петель слева. Через какой интервал, то есть через сколько рядов нам делать эти прибавки одновременные? Всегда делается равный интервал, и для этого нам понадобится вертикальная плотность. Обращаю ваше внимание, вертикальная плотность считается так же, как и горизонтальная. То есть мы с вами сантиметры высоту умножаем на нашу плотность по вертикали. Вот мы ее определяли, помните, 2,54 ряда в 1 сантиметре. И смотрите, значит, после планки у меня всего здесь вот до оката 33 сантиметра, но планку мы не учитываем. В скосе она у нас не без прибавок, просто вяжется на 3 сантиметра высоту. И далее идет прибавки, то есть на 30 сантиметров. Вот смотрите, 30 сантиметров до оката умножаем на плотность по вертикали 2,54. Получаем 76 рядов, девочки. 76 рядов до оката будем вязать после планки. И эти 76 рядов поделим на наши 13 петель, которые надо прибавить. И получится, что мы будем с вами, ну, приблизительно в каждом 6-м ряду делать прибавки. Ну, в последнем ряде, там, наверное, в последних рядах получится у вас частота через 5 рядов, предположим, да. Ну, видите, не целое число. Ну, вот я вам так округлила. В каждом приблизительно 6-м ряду делается прибавка справа, прибавка слева. Для второго размера также 73 петли отнять 43 по низу. Получаем 30 петель, делим на 2 скоса. Получается по 15 петель с каждого скоса надо прибавки делать. И через сколько? Через какое расстояние? Опять-таки 76 наших рядов поделим на 15. Получается ровно 5 рядов, девочки. То есть в каждом 5-м ряду мы будем делать с вами прибавки, пока у нас на спицах не станет 73 петли. Да? И далее делается окат рукава. Вот про окат рукава часто меня спрашивают. Я вот сама, например, делаю выкройку в натуральную величину и по ней вяжу, прикладывая полотно. Но в последнее время, поскольку я это делаю часто, я сейчас уже как бы на глаз могу сказать, сколько приблизительно мне сделать убавок, то есть здесь внизу, потом на другой вот этой вот крутой части я делаю по одной убавке, и в каждом 2-м ряду обычно убавки, да, и потом у меня вот такой вот более крутой уже идет убавление по 2, по 3 петли, да, вот здесь вот у самой кромки я делаю уже по 3 петли, по 4 убавки. Ну, то есть это все очень, девочки, индивидуально, очень. Это все только на практике. Есть теоретические расчеты. И хотите, я вам дам ссылку в своем профиле в Одноклассниках. Я эту статью опубликую. Я ее нашла в интернете в свободном доступе. Как рассчитать окат рукава для вязания. Да? Если вам это интересно,
и вы хотите теоретически эти расчеты, я их рассчитывать не буду. Все очень сугубо, очень индивидуально, чтобы вы меня потом не обвиняли, да. Даже когда я показываю, считаю при вас плотность, у каждого человека индивидуальная, как говорится, особенность вязания, и даже плотность все равно будет немножечко, но отличаться. Даже если у нас будет одинаковая пряжа, одинаковые спицы, все равно немножечко кто-то поплотнее вяжет, кто-то более свободно. Это очень индивидуально, и аккад — это такая тонкая душевная работа, что я не берусь вам. Для себя индивидуально делайте расчет. И я вам дам ссылочку под видео. Вот так. Теперь про вертикальную плотность. Зачем мы вообще ее считаем? Да? Зачем вообще мы с этим связываемся? Но дело в том, что каждое изделие после стирки вытягивается. Каждое, практически каждое. Поэтому, чтобы это исключить, мы применяем вертикальную плотность. И учитываем это растяжение заранее. Да? То есть, смотрите, предположим, вот у меня от начала вязания до величины, когда мы будем вырез горловины, да, по выкройке стоит размер 50 сантиметров. Да, вот. От низа до выреза горловины 50 сантиметров. Я сейчас переведу это в ряды. 50 сантиметров я умножу на плотность по вертикали 2,54. Получаю 127 рядов. Видите, у меня уже стоит эта величина. То есть я буду в своем описании писать, и вы будете так вязать, не сантиметром измерять, а будете рядами мерить, да? То есть после планки ажурный узор мы будем с вами вязать до еще, значит, до величины, общей величины 127 рядов. Общие, то есть вот эти планочные ряды тоже учитываются, хотя там другая плотность. Ну вот так у меня получилось, я их не учитывала. Это надо обязательно учитывать. Так, ну у меня вот получилось, грубо говоря, 127 рядов, и потом начинается вырез горловины по переду формироваться, да. Также здесь пройму на какой высоте? Также вот видите, от начала 38 сантиметров, от начала вязания, от наборного ряда 38 сантиметров надо также переводить в ряды. Умножить на 2,54 получим 96 рядов. Понимаете? Вот для этого нам нужна вертикальная плотность. Обязательно это учитывайте. Но сейчас я больше, наверное, девочки, заострять внимание на всех этих тонкостях не буду. Основные моменты я вам осветила, да, и описание будет составлено, выложено под видео для вашего удобства. Аналогичным образом вы сможете сделать индивидуальный расчет для своих мерок, потому что все это как бы наглядно, доступно. Но размер у нас у всех разный, согласитесь, и рост у нас разный, и ширина у нас, объемы разные у всех, да. Это такие усредненные показатели, которые вам будут очень полезны, чтобы составить индивидуальный расчет. На этом я завершаю мастер-класс и до новых встреч. Желаю вам удачи!